Давайте посмотрим правде в глаза. Большинство древних гробниц были разграблены хотя бы раз. И какими бы страшными ни были слухи и проклятия, большинство мумий тоже вскрывали. Но есть одно исключение. Это мумия Башири, и она настолько озадачивает всех, что никто не осмеливается посмотреть, что у нее внутри. Знакомьтесь, Говард. Хотя если вы увлекаетесь историей Египта, вы наверняка его уже знаете. В первую очередь он известен открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году. Но мало кто знает, что до этого революционного открытия он, вероятно, нашел другую мумию. Это случилось в 1919 году, и у этой находки несколько имен: мумия Башири, мумия Пачери или неприкасаемая. В некоторых отчетах говорится, что Говард наткнулся на мумию Башири в долине царей в Луксоре, как раз там, где позже найдет Тутанхамона. Несмотря на находку, об этой конкретной мумии известно немного. Причина, по которой она до сих пор остается нетронутой, кроется не в суевериях, а в том, что никто не уверен, можно ли будет все исправить, если что-то пойдет не так. Мумия забинтована так замысловато, что исследователи никогда не разворачивали ее, опасаясь нанести необратимые повреждения. Золотое правило любого, кто работает с древностями: если ты не уверен, что сможешь сделать лучше или сохранить объект неизменным, не трогай его. История знает много примеров древних реликвий, испорченных безвозвратно. Вспомните хотя бы пушистого Иисуса, Экче-Хомо, или неудачную реставрацию улыбающейся статуи. Тонкая ткань, закрывающая лицо мумии, имеет необычный дизайн, напоминающий пирамиду. Исследователи не уверены на 100%, но возможно. Это единственный в своем роде экземпляр с таким стилем бальзамирования. Не зная древней техники, практически невозможно не разрушить мумию при разворачивании и обратном пеленании. Раньше люди-то, как эксперты, так и мародеры, разворачивали мумии по самым разным причинам, в основном для изучения. К счастью, сегодня у нас есть передовые технологии, позволяющие заглянуть внутрь саркофага, ничего не разворачивая. Внимательно изучив мумию Башири, исследователи выяснили, что она принадлежала мужчине ростом около 167 сантиметров, 5,5 футов, который жил в эпоху Птолемеев, что делает эту мумию возрастом примерно 2300 лет. Египетский музей сообщил, что рентгеновское сканирование также выявило надпись с именем этого человека, но сложно разобрать точно, написано там Пачери или Нену, что лишь добавляет интриги. Музей также отметил, что роскошный картонаж, оболочка, в котором находится мумия, украшен всевозможными сценами. Можно увидеть мумию, лежащую на ложе, по бокам от которой стоят богини Исида и Нефтида, а также 4 сына Хора. Кроме того, в ногах на картонаже есть 2 изображения погребального бога Анубиса. Кстати, мумия Башири не единственная, оставшаяся нетронутой. Есть еще и Сетемхеп. Французский археолог Гастон Масперо принял решение оставить ее мумию нетронутой, желая сохранить ее покой, поскольку она была в удивительно хорошем состоянии. Однако он упомянул, что ее гробница была разграблена давным-давно. Благодаря рентгеновским снимкам мы узнали об этой мумии больше. Сканирование показало несколько артефактов, все еще завернутых вместе с женой верховного жреца, включая амулеты на шее, правой руке и лбу. Рентген также показал, что у нее были проблемы с зубами и артрит коленей.
Хотя она умерла пожилой женщиной, точно определить ее возраст сложно. Однако различные источники времен правления ее сына указывают на то, что ее очень почитали в царстве. Исетемхеб была сестрой и женой Пинеджема II. Вы правильно поняли. Они были кровными родственниками, братом и сестрой. Но в те времена такие браки были обычным делом для сохранения чистоты родословной. Скажите это Габсбургам. Да уж, их погоня за чистотой привела лишь к инбридингу и знаменитой габсбургской челюсти. Ладно, полагаю, нам не стоит судить древнеегипетские правила и мораль. Но что мы можем сказать наверняка, так это то, что и Башири, и Исетемхеб невероятно повезло остаться нетронутыми, а вот Тутанхамону повезло меньше. Работа исследователей сильно по нему ударила. Сама гробница была обнаружена в 1922 году, но только в 1925 году в ходе раскопок были вскрыты вложенные друг в друга гробы. Внешний гроб, скрепленный серебряными штифтами, открылся, явив второй гроб в форме мумии, украшенный цветным стеклом и цветочными гирляндами. Возникли опасения по поводу мумии царя, так как она подверглась воздействию влаги. Средний гроб был довольно тяжелым и не имел ручек, поэтому извлекать его пришлось с особой осторожностью. Внутри самого последнего, внутреннего гроба, сделанного из чистого золота и завернутого в красную ткань, они нашли царскую мумию. И все это произошло 28 октября 1925 года. Мумия Тутанхамона ростом около 185 сантиметров, 6,7 фута, плотно входила во внутренний гроб длиной 188 сантиметров, 6,17 фута. Вы уже чувствуете проблему, да? Представьте, как трудно извлечь что-то столь хрупкое, как древняя высохшая мумия, особенно когда места для маневра почти нет. К тому же мумия выглядела подозрительно. Она была черной, как смоль. Говард Картер, главный археолог экспедиции, подсчитал, что на мумию вылили около 2 ведер масел, хотя маску и ноги старались не заливать. Это было сделано для лучшей сохранности. Тело в гробу лежало под небольшим углом, и была заметная разница в количестве темных масел на правой и левой сторонах, что указывает на то, что гроб, возможно, наклонился при опускании в саркофаг. Это масло создало влажность внутри гробов, и со временем произошла химическая реакция, которую Картер описал как своего рода медленное самовозгорание, приведшее к обугливанию льняных пелен. К сожалению, сочетание тепла и влаги сказалось и на убранстве мумии. Изогнутый цеп развалился, смоляной скоробей треснул, а нити, удерживающие руки и ленты мумии, начали гнить, делая все очень хрупким. Плюс ко всему, масла за эти годы затвердели, фактически намертво приклеив мумию и маску к дну гроба. Чтобы попытаться отделить мумию от внутреннего и среднего гробов, их на несколько часов выставили на солнце, где температура достигала 65 градусов Цельсия, 149 градусов Фаренгейта. Несмотря на эти усилия, мумия осталась приклеенной, поэтому первоначальный осмотр пришлось проводить прямо на месте. Первой частью мумии Тутанхамона, которую осмотрели исследователи, были его голени и ступни, то есть осмотр начали снизу вверх. Снимая слои бинтов, они обнаружили первое из многих сокровищ, завернутых вместе с царем. Они не торопились, тщательно документируя
и фотографируя все найденное. Внутренние слои бинтов были в довольно плохом состоянии, в основном превратившись в пыль, что затрудняло понимание того, как все было забинтовано изначально. Тем не менее, общие методы соответствовали тому, что видели у мумий других знатных людей того времени. Для придания формы туловищу и бедрам использовалось множество сложенных льняных подушечек. Внешние и внутренние бинты были сделаны из тонкого льна, а средние слои — из более грубого. Вокруг плеч и груди была сложная перевязка, похожий стиль наблюдался и в паховой области. Каждая конечность, а также пальцы рук и ног, на которые были надеты золотые наконечники, были забинтованы отдельно. Тутанхамон был даже обут в сандалии из золотой фольги. Они надеялись отделить мумию от гроба, сняв внешние бинты, но смолы приклеили тело к гробу, поэтому исследователям пришлось буквально выдалбливать его. Для этого им пришлось разрезать туловище пополам в районе бедер и отделить руки, чтобы продолжить разматывание. Каждую часть обрабатывали горячим парафином для стабильности, а позже руки и ноги прикрепили обратно с помощью смолы. Наконец, они использовали раскаленные ножи, чтобы отделить голову от маски. Чтобы проверить зубы, было решено сделать надрез вокруг челюсти и шеи, который позже зафиксировали смолой. Так что технически ученые сделали все возможное, чтобы сохранить мумию, но в каком-то смысле она оказалась безвозвратно повреждена. А что вы думаете? Стоило ли им оставить ее в гробу, или они поступили правильно? Напишите нам в комментариях. На сегодня это все. Если вы утолили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.